Олег Евгеньевич, скажите, пожалуйста, иногда летчики говорят, самолет очень летучий. Что это значит? Как правило, летчики используют эту фразу тогда, когда управление самолетом настолько гармоничное, что, грубо говоря, мысли летчика через его руку передаются на движение самолета, и эти движения настолько соответствуют тому, что летчик задумал в качестве маневра. Говорят, что самолет отзывчивый, есть такое слово, приятный в управлении. МС-21 как раз относится к категории таких самолетов. А за счет чего он таким стал? Современные самолеты с электродистанционной системой управления позволяют на определенной стадии их создания выполнять определенную тонкую настройку. То есть подбирается программное обеспечение, алгоритмы через уравнения, которые делают аэродинамики совместно с программистами, а одновременно иногда эти люди в одном лице, и аэродинамик, и программист, которые, основываясь на оценке летчика, которая называется у нас летная оценка, правят алгоритмы до такой степени, чтобы управление стало таковым. Вам необходимо довести самолет до некой стандартной формы, чтобы, по сути, за него мог любой пилот сесть, любой летчик гражданский и безопасно перевести пассажиров из одной точки в другую. Вот что нужно сделать, чтобы добиться от самолета такого совершенства? У нас очень часто используется в методиках испытаний метод экспертных оценок. А метод экспертных оценок подразумевает то, что мнение высказывает не один человек, а минимум 3 эксперта. А чем больше, тем лучше. И в долгих, конечно, и спорах, и разговорах, и обсуждениях вырабатывается та единая точка зрения всего коллектива летчиков-испытателей, инженеров-испытателей также, которая позволяет, значит, сделать самолет максимально стандартизированным, унифицированным, позволяющим освоить его летчикам средней квалификации. Собственно, этого и добиваются испытатели в процессе испытаний. Самолет может помочь летчику? Разумеется, он не то что может, он должен помогать летчику. Значит, все современные самолеты создаются в расчете на то, что, значит, при возникновении каких-то сложных ситуаций, как при обычном пилотировании, так и пилотировании в каких-то отказных ситуациях, максимально разгрузить экипаж. Фактически во все современные самолеты внедряется экспертная система поддержки летчика. То есть это в диалоговом режиме самолет общается с человеком через человеко-машинный интерфейс и помогает компенсировать какие-то сложные ситуации. Зачастую они включаются автоматически, даже без участия летчика. При испытаниях на ВПП, покрыты водой, да, то есть там, я так понимаю, создается такой искусственный бассейн, такой мини-бассейн. Да, с помощью специальных резиновых бортиков создается мини-бассейн, наполняется водой, наполняется на нормированную толщину, и самолет разгоняется по полосе. Полоса, естественно, закрывается при этом для других работ. И самолет выполняет пробежки с разной скоростью в разных режимах работы двигателей. А какие ощущения у летчика, который пилотирует данный самолет, вот если сравнить, например, с движением автомобилиста за рулем, когда он попадает на очень заводненную дорогу? Но, в принципе, это... ощущения, они примерно такие же, потому что, естественно, только быстрее, да? Любой движущийся объект, когда он попадает на такую водную поверхность, у него ухудшается устойчивость движения, может ухудшиться управляемость движения, и как раз вот определяется во всем диапазоне скоростей, в которых самолет может попасть в такие условия. То есть от посадочной скорости, например, при посадке самолет касается колесами и попадает на вот этот слой осадков. То есть он должен, так сказать, в этот момент управляться, никуда не уходить в сторону, ну и осадки не должны попадать в двигатели. А также и на взлете. Например, самолет разгоняется до определенной скорости и там, например, перед отрывом попадает в этот покрытый осадками участок полосы. Насколько те системы оборудования, которые сейчас стоят на самолете российского производства, по своим характеристикам соответствуют тем системам, которые стояли в первой версии, еще не импортозамещенной? Ну, надо сказать, что самолет МС-21-300, первая модификация, создавалась в широкой международной кооперации, и многие системы брались уже испытанные, уже проверенные, которые в тех или иных модификациях используются на других самолетах. Сейчас возникла такая ситуация, что нам надо импортозаместить эти системы. Это не так просто сделать. Значит, соответственно, эти системы должны быть, во-первых, изготовлены. Изготовлены на достаточно высоком уровне по исполнению и по весу, самое главное.
то есть они должны быть достаточно миниатюрные и малогабаритные. Вот. Затем они должны быть проверены в наземных испытаниях, то есть доказать свою устойчивую работу в условиях стендовых, там их охлаждают, морозят, трясут, то есть вибронагрузки, температурные нагрузки и так далее. И только после этого отдельная система получает, значит, как мы говорим, летную годность, и ее можно устанавливать на борт опытного самолета. Когда система устанавливается на борт самолета, она уже работает не сама по себе, она работает во взаимодействии с другими системами. Ну, в первую очередь, система электроснабжения, вот, которая обеспечивает ее, значит, питанием. Ну а безопасность? Если электроснабжение вдруг в какой-то момент прекратилось, вырубается вся техника в доме, если мы так на бытовой уровень переносим. Естественно, но в авиации подход к электроснабжению немножко другой, чем в доме. Система электроснабжения современных самолетов также резервирована, как и система управления. То есть имеются несколько каналов, которые независимы друг от друга. Более того, значит, по разным каналам в некоторых системах идет даже программирование на разных языках. Для того, чтобы, значит, какой-то один, как сейчас модно говорить, баг не привел к потере всего. Поэтому все системы резервированы абсолютно. И надо сказать, что мы проверяли работу как с потерей одного резерва, так и с потерей двух резервов по системе управления. Здесь нам немножко проще, поскольку система управления алгоритмически, она на МС-21 изначально полностью отечественная. Ну, отдельные элементы, исполнительные органы там были импортного производства, которые также сейчас импортозамещаются. Системы электроснабжения на самолетах такого класса примерно все одинаковые, но не все страны могут их самостоятельно изготовить. То, что вот первое, что сделали на этом самолете, систему распределения электрической энергии, установили отечественную, это основа всего. Дальше на эту систему распределения электрической энергии уже вешаются другие потребители, которые должны ее понимать и взаимодействовать с ней. Когда вы впервые сели за МС-21, который никогда не летал, какие у вас были ощущения? Ну, конечно, ощущения очень интересные. Ну, самолет не поднимался в воздух, он еще не крашеный, он еще, так сказать, не причесанный, можно сказать. Было волнительно, конечно. Самое главное и вообще самое главное чувство у летчиков-испытателей – это вот этот груз ответственности, который ложится на тебя, когда тебе доверяют выполнить полет на опытном самолете. Даже не обязательно первый полет, вообще любой полет. Самолет к полету готовит огромное количество специалистов, и огромное количество специалистов ждут результатов этих полетов. И в полете ты должен, во-первых, сделать все так, как написано, максимально четко, чтобы максимум информации привести из полета. Ну и второе, доставить этот самолет вместе со всей информацией как бы в руки специалистов, которые будут обрабатывать эти результаты. Поэтому я думаю, что все-таки волнение, но волнение больше от ответственности. Летчики при подготовке к полету зачастую обходят самолет. Может быть, есть какие-то секреты, которые вот так вот постороннему и не очевидны? Ну, слово «зачастую», мне кажется, здесь не совсем подходит. Летчик всегда обязан обходить самолет перед полетом. Это, скажем так, не только ритуал, но и, в общем-то, контрольный осмотр. У нас есть карта осмотра самолета, которую мы фактически заучиваем наизусть. Вот. Мы знаем, на что обратить внимание, где какие заглушки должны быть сняты, где какие лючки должны быть закрыты. Мы смотрим состояние замков. С точки зрения ритуала это тоже не отменяет. Ты как бы здороваешься с самолетом, там, на котором, может, там некоторое время не летал. Вот. Еще раз смотришь на него. Осмотр производится вместе с техником. Обычно техник идет рядом со мной. По пути он мне, значит, рассказывает, какие там работы проводились на самолете, какие есть нюансы по сравнению с предыдущим полетом. То есть это, скажем так, и технический осмотр, и ритуал, грубо говоря, подготовки к полету. После этого мы заходим в кабину и уже как бы видим самолет изнутри только. Расскажите немножко про свою летную карьеру. С чего начинали и почему вы пришли в авиацию? Ну, как у любого летчика, летная карьера начинается, наверное, еще в школе, когда у тебя появляется эта мысль связать себя с авиацией. Вот. У меня это очень рано произошло, поскольку я родом с Камчатки, и основной транспорт у нас там самолеты. Более того, у меня мама работала радистом в аэропорту, поэтому как бы где-то я постоянно с детства крутился возле самолетов. И достаточно рано пассажиром начал летать туда-обратно по Камчатке, и меня даже брали в кабину пилоты. Вот. Ну а потом это в процессе обучения в школе, по мере взросления, оформилось такое серьезное желание. Вот.
Вот. Дальше, конечно, окончание школы, поступление в летное училище. Вот. Мне довелось и повезло закончить старейшее и самое, я считаю, известное в стране училище, Качинское высшее военно-авиационное училище летчиков в городе Волгограде. Служба после этого в течение 9 лет на Дальнем Востоке. Вот. Освоил 2 типа самолетов, МиГ-23 и Су-27. Вот. Затем поступил в академию. В процессе обучения в академии, это я уже был в звании майора, уже был замкомандира эскадрильи, поступал оттуда, значит, определился с дальнейшим своим путем, значит, поступил на стажировки фактически в Центр подготовки летчиков-испытателей Минобороны в Ахтубинске, закончил его и затем в течение почти 17 лет занимался испытаниями боевых летательных аппаратов класса истребителей, штурмовиков, истребителей-бомбардировщиков. Вот. Специализировался на испытаниях самолетов палубного базирования. Но говорят, для летчиков это ювелирная работа, посадка на палубу, Ну, взлет с палубы. это, скажем так, достаточно трудная, но такая, в общем-то, работа, которая приносит, по моему мнению, наивысший уровень самоудовлетворения в плане профессиональном. Потому что говорят, что вот корабль виден с высоты, вот когда летчик заходит на посадку, как спичечный коробок. И как в него прицелиться, непонятно. Даже с небольшой высоты, Да? порядка 300-600 метров, он очень маленький. Сколько у вас посадок на корабль? У меня так получилось очень интересно. Пересчитывал 3 раза ровно 100 посадок. Ну, значит, затем в 2016 году я закончил свою службу в вооруженных силах. Встал вопрос, куда идти дальше. И, так можно сказать, даже немножко внезапно для себя я был приглашен на фирму Яковлева. Самолет Як-130 освоил в 2015 году, практически в конце своей военной карьеры. Но, надо сказать, он мне очень понравился с первого, так сказать, это, как говорится, была любовь с первого взгляда. Как машина, как самолет. И, в общем-то, когда я получил это приглашение, я практически не раздумывал, я ответил на него согласием и пришел работать. А потом уже на фирме узнал, что, оказывается, мне предстоит еще работать не только на Як-130 и других маневренных машинах фирмы Яковлева, но и на таком большом красивом лайнере, как МС-21. Гражданские и военные, чем отличаются по пилотированию? Какие у вас ощущения? И какие вы самолеты больше любите? На примере МС-21 я могу сказать, что не сильно. Почему? Потому что когда я сделал свой первый полет на МС-21, это был 2017 год, первое ощущение от ручного пилотирования этого самолета у меня было это Су-27 с полной заправкой. То есть он настолько приятно, он настолько отзывчив в управлении, настолько приятно пилотируется. Ну и опять же ручка управления, а не штурвал, как, например, на Як-40. Вот. Поэтому при пилотировании для летчика, значит, нет особой большой разницы, как бы гражданской и военной. Большая разница в процедурах. То есть гражданская авиация все-таки летает немножко по другим правилам. Там есть определенные требования к выдерживанию режима полета, особенно в зонах с напряженным воздушным движением. Это, конечно, все было новое, но для этого мы проходили дополнительную подготовку. Вот. Затем проверялись в полетах. Летчики, они постоянно проверяются, мы постоянно сдаем какие-то зачеты, экзамены. Это практически всю жизнь. Сколько типов у вас освоено? Ну, если считать с модификациями, некоторые из которых очень сильно отличаются от базового типа, около 30. Спасибо.